я жил очень долго. И попробовал пиво уже в 13 лет. Для Чехии это, в общем-то, нормально. В Чехии даже беременным врачи позволяют бокальчик в день пропустить. Почти в каждом маломальском городке варят свой, неповторимый сорт пива. На 10 миллионов человек приходится около 100 сортов пива. О пиве, которое разливают в алюминиевые банки или в стеклянные, а тем более пластиковые бутылки, я даже говорить не собираюсь. Есть в Чехии и пивные чисто для туристов. В такие они сами редко ходят. Например, в легендарной пивоварне Уфлеку можно редко встретить местных. В первую очередь из-за цен. Но пиво здесь отличное. Вечером можно наведаться сюда и в кабаре, который, естественно, носит пивной оттенок. По принципу баварских биргарден здесь тоже есть пивной сад. Здесь не принято подзывать официантов. Они сами периодически ходят, нося с собой на подносах уже полные бокалы с пивом и рюмки с бихеровкой. Популярный чешский анекдот. Пришли 3 чеха в пивную. Тот, что из чешских Будьевиц, заказал себе, естественно, Будвайзер. Тот, что из Велких Поповиц, заказал Велкопоповицкий козел. А тот, что из Ползни, заказал себе воду. Они его спрашивают: а ты что, пива не будешь? Он отвечает: раз вы не будете, то и я не буду. Дело в том, что самым известным чешским пивом является бесспорно Ползенский Проздрой. Фактически пивной источник. В соседней Баварии город Ползень так и называют – Пилснер. Вода здесь для пива просто идеальная. Пивом чехи называют то, что разливают из кегов или из танка. Это такая цистерна, типа квасной бочки или молоковоза, как раньше у нас были. Считается, что чем меньше раз пиво переливать, тем оно вкуснее. Тем более, что танковое пиво не пастеризуется и пенится меньше. Его наливают на один затах, как говорят чехи. Если честно, то я буквально лет 10 назад встречал танковый только Ползень. А сейчас танковый можно отведать и Старопрамень, и Козел. Мини-пивоварни тоже так наливают, не отходя от кассы. Главное, чем отличается танковое пиво – обильным запахом хмеля и насыщенным вкусом. Пена у него густая и нежная. Какое пиво самое вкусное? Первый бокал. Он заканчивается быстрее всех. Визуально наслаждаешься запотевшим бокалом и ощущаешь бодрящий запах хмеля. Первый глоток вперемешку с пеной, которая тут же тает на языке. Тот, кого целовала девушка по-французски, предварительно откусив мороженое, поймет меня. Ощущение просто космос. Парниново-местский пивовар. Новодичкова посещают чехи немного больше, но и здесь взята ориентация на туристов. В основном на группы. Колоритно, вкусно, добротно и очень-очень так, как туристы представляют себе чешскую пивную. Цены соответствующие. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Пивоварский дом на Ечной, так любимый всеми туристами, со своим выбором бананового, кофейного, вишневого и один Карл, зная какого еще пива, Чехия обходит стороной. Чехия не Бельгия, и экзотические сорта пива здесь скорее дань моде. Чехи очень мало пьют, даже просто темное пиво. Оно также варится в основном для туристов. Но я, как большой поклонник и почитатель дедушки всех пив мистера Гиннесса, черное пиво таки уважаю.
Третье место по моему личному рейтингу занимает мой любимый клаштерный пивовар Страгов. Несмотря на то, что это скорее туристическое место, здесь варят лучшее, на мой взгляд, нефильтрованное темное пиво в Чехии. Святой Ноуберт не спутаешь ни с чем. Кроме того, здесь варят сезонное пиво, эль и даже бок. Это реально чешский братишка Гиннесса. Меню здесь не удивит, часто нет мест за столом, но парой бокалов темного нектара можно насладиться и стоя. Второе мое место – пивоварский двор Хиня. Он хоть и не в самой Праге, но до него минут 10-15 ехать, не больше. Хозяин староста этой деревни, и работает там его семья. Лучшее пиво здесь тоже темное. Я не встречал больше пива с таким обильным ароматом хмеля. Пушистое, мохнатое, сладкое. В стильном бокале оно притягивает как магнит. Притягивает также и ценой. Своих гостей я всегда завожу сюда по дороге в аэропорт. Ведь оригинальное пиво по цене 86 крон за 1,5 литра – это самый чешский пивной подарок. Налетают друзья и по 6 литров гребут. А официант им говорит: оно через 5 дней испортится. Гости в ответ только улыбаются. Да оно по прилету и дня не простоит. Я в 96-м вялил рыбу и продавал нашим к пиву. Правда, рыбу не сам ловил, а покупал. Вот тогда еще и открыл для себя эту пивоварню. Ко мне за рыбой из посольства, из русской школы приходили, из Мюнхена даже приезжали. Чехи вяленую рыбу не очень понимают. Помню, как в пивную с рыбой пришел. Так бармен демонстративно бокал разбил, испачканной рыбой. Бокалы в холодной воде ополаскивают, а запах остается. Как-то раз угостил я таранькой чехов. Так они ее в духовке запекли. Ну только она ведь сырая была. Говорят, вкусно, только очень соленая. Я представляю, какой там запах был. Первое мое место – это Кулятяк. Это один из ресторанов «Оригинал Плзень», в котором наливают танковое пиво. Его и пивной не назовешь. Это реально ресторан. И по меню, и по уровню. В учебне бармен, который наливает пиво, всегда в кожаном фартуке, как положено. Нальет и гладинку, и шнит, и млико, и чохтан. Туристов я здесь очень редко встречаю. Местные считают самой, что ни на есть пражской правильной пивной у Златого Тигра. Наливают здесь, конечно, танковый Плзень. Но на этом для туристов все понимание этой пивной заканчивается. Начну с того, что открывается она 15:00. Место зарезервировать практически невозможно. Через 5 минут после открытия все занято. Официанты бегают с бокалами, практически не реагируя на заказ со стороны чужаков. Для местных здесь рай. Все для своих, и стол заказывать не надо. Официант знает давным-давно, кто что ест и пьет, но атмосфера здесь реально необычная. Стоит просто постоять, выпить пивка и понаблюдать самого себя на чужом празднике жизни. Чехи с пивом, тараньку или сухарики не едят. Или просто пьют, или заказывают полноценные горячие блюда. Попить пиво с морепродуктами в Праге также можно, но это бельгийские в основном рестораны. Главное блюдо здесь мидии, брукс. Попроще, с множеством бельгийского разливного и еще большим выбором бутылочного пива.
Лес Мулес. Пивная манерная. И расположением, и подачей. Кроме мидии, здесь неплохо готовят и лобстера. Но правит здесь в основном бутылочная бельгийская. А из чешского только Старопрамен разливной. Пиво в Чехии для меня тема неисчерпаемая. Я могу бесконечно рассказывать за крафтовые, пивные, почему чехи никогда светлое с темным не смешивают, а туристам предлагают. Пивные спа, пивные шампуни, биргарден, пивные турниры и пивные сувениры. Но сейчас я хотел рассказать только коротко о своих любимых пивных. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. На здравие!